Привет! Добро пожаловать назад ко мне на канал по-русски издалека. Меня зовут Сергей. Сегодня наши друзья Вася и Петя, они будут говорить о их планах на Новый год, что они уже сделали и что еще надо сделать. Мы посмотрим и узнаем об их планах. Вы готовы? Поехали! Привет! Привет! Итак, друзья, что? Сегодня 28 декабря. И это значит, что скоро будет Новый год. Да, Новый год. Да, я знаю. 31 декабря будет Новый год. Да, 31-го. Скоро Новый год. Каникулы. Не надо ничего делать. Да, но вы уже готовы к Новому году? Как сказать? Ну, вообще-то, знаете, понятно. В общем, расскажите мне сегодня, друзья, что вы уже сделали и что вам еще надо сделать к Новому году. Давай ты первый, Вася. Хорошо. Я уже... Что я уже сделал? Я уже купил подарки. Да, хей. Блин, а я еще не купил. Но я пойду покупать подарки завтра. Да, завтра я куплю все подарки. Подарок для тебя, Вася. Для меня? Да, для тебя и для Зайки, и для мамы и папы, и для всех куплю завтра подарки. Да, классно, я уже для тебя купил подарок. Какой? Это секрет. Ты же знаешь, подарки это сюрприз. Здорово, друзья, молодцы, что вы уже купили подарки. Да, это очень важно, но я еще не купил. Куплю завтра. Давай, Петя, не забудь, купи подарки для всех. Для меня тоже. Ну ты же во Вьетнаме. Ну, ты отправь мне и придет. Хорошо. Так, что еще? Скажи мне, что ты сделал, Петя? Я уже поставил елку. Да, ты поставил елку? Да, но я тоже поставил елку. Подождите, вы же вместе живете. Ну да, мы вместе поставили елку. Понятно, друзья. Значит, вы уже вместе поставили елку, и она стоит у вас в общежитии. Да, она стоит у нас в общежитии. Хорошо. А вы уже украсили елку? Нет, да, еще не украсили. Завтра Вася украсит елку. Нет, ты украсишь. Нет, ты. Нет, ты. Так, тихо, друзья. Нас смотрят. Ну что вы, как обычно, начинаете здесь драться. Итак, давайте вы вместе завтра украсите елку. Елка будет очень красивой. Хорошо? Хорошо. Так, а продукты? Продукты вы уже купили? Да, я уже купил бананы, конечно, мои любимые там фрукты разные. Еще я купил достаточно ингредиентов, чтобы приготовить салат оливье. Я видел, есть такой рецепт на ютубе веганского оливье. Вот там есть ссылка наверху, посмотрите. Где? Вот там, вон. Вон. Да, веганские оливье по-русски медленно говорят. Послушайте, может быть, вам понравится. А я ничего не купил. Почему ты ничего не купил, Петя? Ну, Зайка, она купит все продукты на Новый год. Все с тобой понятно. Ты у нас ленивый русский кот. Ну, конечно! Ленивый русский кот, это я.
Да, очень ленивый. Так, а вы еду уже приготовили? Нет, ну еще рано готовить. Когда будет 31 декабря, тогда и будем готовить. А я буду готовить еду 30 января, да? И я приготовлю 10 блюд. О, так много. Нет, ты не приготовишь 10 блюд. Это так много. Кто будет все есть? Ну, кто-нибудь будет есть мои веганские блюда. Посмотрим, посмотрим. Так, а ты приготовил? Нет, нет, нет. Мама, папа будут готовить. Мне не надо готовить. Я буду смотреть телевизор. Ох, Петя, Петя. Ну да, он такой, что сделать. А ты будешь смотреть новогодние фильмы? Ой, я их уже столько раз смотрел, что мне больше не надо их смотреть. А ты, Вася, уже посмотрел новогодние фильмы? Да, я посмотрел советские новогодние фильмы, но я думаю, что я еще один раз посмотрю их 31 декабря или 1 января, когда будет время. А какой твой любимый фильм? Мне нравится фильм, как он называется? Я забыл. Да. Этот фильм называется «Ирония судьбы» или «С легким паром». Очень смешной фильм. Я уже его посмотрел, но еще один раз посмотрю. Я думаю, очень классный фильм. Да, смешной, но мне не нравится. А что тебе нравится, Петя? Я посмотрю на Новый год американские фильмы, боевики. Это мне больше нравится. Ну ладно, хорошо. Так, друзья, а как насчет музыки? А что насчет музыки? Ну, вы сделали уже новогодний плейлист? Да, я уже сделал мой плейлист, там самая классная новогодняя музыка. Петя, а ты сделал уже свой новогодний плейлист? А мне-то зачем делать? Я живу в 21 веке. Spotify уже сделал плейлист за меня. Там есть 20 разных новогодних плейлистов. Зачем мне делать? Ты, Вася, у нас живешь как будто в 20 веке. Ну, это ведь так интересно, сам подобрал музыку, и она такая особенная. Ну, да, может быть, но мне так сойдет. Нормально. Ну, ладно, хорошо. Так, друзья, самый главный вопрос. Какой? Какой вопрос? Где вы отметите Новый год? Да? Где вы будете его отмечать? Давай ты первый, Петя. Конечно, я отмечу Новый год с моей семьей в Петербурге. Да, мы вместе с Зайкой поедем в Петербург и отметим Новый год вместе с мамой и папой. А ты? А что я? Ты поедешь домой к маме и папе в Африку? Нет, почему? Новый год. Обычно люди всегда отмечают вместе с семьей. Вы знаете, у нас в Африке, откуда я родом, да, у нас отмечают Новый год 1 сентября, не 31 декабря. А я не знал. Да. 1 сентября мы отмечаем Новый год. Поэтому я не поеду в Африку. Хорошо, тогда как ты отметишь Новый год? Где ты будешь его отмечать? Я отмечу, наверное, один в общежитии. Я останусь, буду смотреть фильмы, есть еду. В общем, очень весело. Эй, ты чё? Поехали с нами. Что? Да, поезжай с нами в Питер, ко мне домой. Будет круто, с мамой и папой познакомишься. Они про тебя уже так много слышали. Это будет весело. Давай. Правда, спасибо. Я с радостью поеду к вам, и мы вместе отметим Новый год. Конечно, поехали. Так, друзья, мне уже пора бежать. Поговорим потом, хорошо? Пока, Сережа. Пока-пока. Да, пока.
Так, хорошо. Ну, я думаю, что все понятно с вашим Новым годом. Сережа, что? У меня есть к тебе один секрет. Секрет? Да, да. Никому не говори. Ни Пете и ни Зайке не говори. Хорошо, хорошо. Честное слово, никому не скажу. Так вот, 31 декабря я поцелую Зайку. Ты поцелуешь Зайку? Да. Я думал, ты уже поцеловал ее. Еще нет, я поцелую ее 31 декабря, когда на часах будет 12 часов, то есть уже будет Новый год, и я поцелую ее. Классно. Молодец, Вася. Я тебя поддерживаю. Спасибо. Только никому не говори. Это секрет. Все, никому не скажу. Хорошо, ладно. Ну все, давай. До скорого, друзья. Пока-пока. Друзья. Что? Друзья, вы тоже никому не говорите. Понятно? Понятно, друзья? Никому не говорите. Это секрет. Они поняли. Хорошо. Ну все, ладно, давай. До скорого. Пока-пока. 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 Ну вот, друзья. Это наше последнее видео в 2021 году. Спасибо вам большое, что вы были с нами, с Васей, с Зайкой, с Петей. И если вы хотите дальше смотреть наши видео, то, конечно, если вы уже подписались, то молодцы. Если еще не подписались, то быстро бегите и подписывайтесь на мой канал, потому что это очень сильно помогает не только алгоритмам YouTube, но это делает меня счастливым. Это будет мой подарочек. Так что, если вы еще это не сделали, то вы можете подарить мне подарок на Новый год, а именно подписка на мой канал. Вот. И, конечно, поставьте колокольчик, чтобы новые видео всегда вы смогли увидеть. И не забывайте, друзья, что бы с вами ни случилось, всегда учите русский язык. Да, я желаю вам отличного Нового года, чтобы все у вас сбылось, чтобы все ваши желания стали реальностью и чтобы вы были здоровы. Я думаю, это самое главное. До скорого, друзья. Счастливого Нового года. Пока-пока.